Здравствуйте, меня зовут Олеся Суворова, я врач и психолог, и в этом видео я расскажу, как перестать обесценивать свои успехи и постоянно доказывать себе и другим, что ты достоин. Синдром самозванца – это уверенность в том, что вы обманщик и не так хороши, как считают другие люди. Например, мамы, которые считают себя недостаточно хорошими родителями, папы, которые не чувствуют себя настоящими мужчинами, блогеры, которые читают негативные комментарии и считают, что все они правда, или религиозные люди, которые уверены, что недостойны своего Бога. Синдром самозванца – состояние, которое крайне пагубно сказывается на уверенности в себе, самооценке и карьере. И первые шаги в борьбе с ним – признать его, осознать истоки и научиться определять так называемые триггеры или ключевые факторы, провоцирующие его развитие. Мое видео для тех, у кого наблюдается синдром самозванца на работе или дома. Для всех, кто считает, что синдромом самозванца страдает его партнер, член семьи, друг или ребенок. Для родителей, которые хотят снизить вероятность развития синдрома самозванца у своих детей. Для всех, кого интересует эта тема. Итак, что же такое синдром самозванца и почему он так распространен? Это тайный мир, в котором живут успешные люди из всех слоев общества. Всех объединяет одна общая черта – они не верят в себя. Синдром самозванца – это внутреннее сомнение в своих интеллектуальных способностях. Люди убеждены, что получили работу только благодаря некачественному отбору персонала или потому что их переоценили. И в любом случае все они убеждены, что обязаны своими достижениями некому внешнему источнику. Люди с синдромом самозванца верят в то, что окружающие переоценивают их способности или навыки. Они боятся разоблачения и постоянно приписывают успех внешним факторам, таким как удача или случайность. В синдроме самозванца выделили следующие стадии, так называемый цикл самозванца. Вы не ожидаете, что добьетесь успеха, вы с удивлением отмечаете, что добились неплохих результатов, и возникает внутренний конфликт. Вы знаете, что успешны, но чувствуете, что не заслуживаете этого успеха. Это называется когнитивным диссонансом. Когнитивный диссонанс – это чувство психического дискомфорта или стресса, который человек испытывает при одновременном наличии у него двух противоречивых убеждений. Чтобы устранить этот диссонанс, вы приписываете успех внешним или временным факторам, например, удача, а не внутренним причинам, например, собственным способностям или собственному таланту. К наиболее распространенным поведенческим проявлениям синдрома самозванца относят усердие и напряженный труд. Самозванец искренне убежден, что должен работать на износ, дабы не допустить разоблачения. Довольно часто такая стратегия окупается, и самочувствие улучшается, ведь старания привели к успеху. К несчастью, позже приходят мысли, что успех достигнут исключительно благодаря случайности, и снова возникает ощущение обманщика. Так получается замкнутый круг. Из-за патологической неуверенности в себе самозванец может скрывать собственное мнение по тем или иным вопросам, в которых он хорошо разбирается. Он редко демонстрирует собственные взгляды, старается не принимать участие в дискуссиях, которые могут обнаружить недостаток в знаниях, а в некоторых случаях просто соглашается с точкой зрения людей. Тот, кто страдает от синдрома самозванца, может осознать, что слишком сильно зависит от одобрения других людей. Эта зависимость только подкрепляет ощущение, что человек фальшивка. Мнение, что поистине талантливым людям не нужно признание окружающих. Это мучает и вызывает большие страдания. Чтобы подтвердить свою значимость, самозванец должен все сделать правильнее, точнее, идеально. Отсюда выраженный страх неудачи. Любой результат, который далек от совершенства, только усиливает ощущение фальши. Самосаботаж. Отличный способ найти оправдание провалу. Например, вы можете нарочно не готовиться к собеседованию, презентации или к экзамену. Если результат окажется неудовлетворительным, вы не будете чувствовать себя обманщиком. Около 70% людей хоть раз в жизни чувствовали себя обманщиками.
Очевидно, не последнюю роль в этом играет социальное сравнение, нагнетаемое соцсетями. Судить о собственных успехах, сопоставляя свои достижения с достижениями окружающих – базовая человеческая потребность. Это естественный инстинкт. Благодаря социальным сетям мы можем сравнивать себя с огромным количеством людей. Но это сравнение едва ли будет в нашу пользу. Соцсети немыслимы без социального сравнения, они повсюду. В прошлом люди читали о жизни богачей в ежедневных газетах и через час забывали об этом и дальше жили хорошо до следующего выпуска. Сегодня социальное сравнение происходит нон-стоп. Это постоянно в лентах, мы на связи. Согласно одному источнику, мы проверяем наши телефоны в среднем каждые 12 минут. Лица моложе 35 лет каждые 8. Поскольку синдромом самозванца страдают только успешные люди, высока вероятность, если у вас он есть, значит вы отлично знаете свое дело. Кроме того, не забывайте, вы не одиноки, синдром самозванца очень распространен. По статистике, около 70% людей хоть раз в жизни ощущали себя такими обманщиками. В любом коллективе, скорее всего, найдется сразу несколько самозванцев. Пожалуйста, вспоминайте об этом, когда вам вдруг понадобится поддержка или вы почувствуете себя в изоляции. Иногда неуверенность в себе может обернуться во благо. Так, в некоторых случаях она существенно повышает шансы на успех. Сомнения заставляют вас изо всех сил стараться. Многим людям, не страдающим синдромом самозванца, свойственна неоправданная уверенность в себе, что в итоге приводит к ухудшению качества работы. Например, одно из исследований показало, что более умные дети склонны недооценивать свои школьные достижения и рейтинг в классе, а менее способные переоценивают их. Сейчас я расскажу полезные советы и стратегии. Записывайте ваши хорошие дела. Записывайте все свои положительные поступки, даже самые незначительные, в специальный дневник или журнал добрых дел. Тщательно анализируйте каждое, спросите в себя, как бы вы оценили этот поступок, если его совершил бы другой человек. Это поможет вам осознать, что вы не обманываете окружающих, а действительно совершаете благородные поступки. Цените настоящих друзей. Распределите своих друзей и приятелей по кругам. В каждом круге запишите как можно больше имен. Помните, что в центральном круге должны оказаться только те, на кого вы действительно можете положиться. Именно они самые важные, а вовсе не огромное количество знакомых, наполняющих внешние круги из соцсетей. Обратите внимание на комментарии только близкого круга. Остальные пишут не всегда от души, не надо им доверять. Чтобы сбалансировать свою самооценку, важно научиться присваивать свои достижения, то есть признавать их за собой. Для этого можно составить список из 10 вещей, в которых вы так же компетентны, как и другие люди в этой же должности. Если вы сомневаетесь в этом, спросите себя, есть ли какие-то веские причины так считать. Это поможет объективно взглянуть на себя. Хвалите себя вслух. Комплименты самому себе, которые нужно проговаривать вслух, психологи называют позитивными аффирмациями. Многие утверждают, что они помогают взять себя в руки и справиться с тревожностью. Для этого их нужно повторять много раз до тех пор, пока голос не начнет звучать уверенно. Можно сказать себе: иногда я делаю ошибки, но я всегда стараюсь все исправить или сделать лучше. Или в итоге я всегда справляюсь. Или любую другую, которая вас поддерживает. Исследования показывают, что мозг не всегда видит разницу между воображаемыми и реальными событиями, и поэтому может реагировать на них одинаково. Людям с синдромом самозванца часто советуют найти наставника, который принадлежал бы к тому же кругу или профессии. Он нужен, чтобы давать ценные советы и снимать сомнения. В то же время можно попробовать самому стать наставником. Первое время будет казаться, что у вас нет достаточных компетенций, чтобы кого-то учить. Но, начав погружаться в процесс, вы поймете, сколько вы всего много знаете.
а позитивные отзывы учеников будут мотивировать развиваться дальше. Чтобы стать преподавателем, не обязательно получать ученую степень. Можно начать сотрудничать с одной из онлайн-платформ, которые проводят курсы по разным специальностям. Можно рассказывать о своем хобби, проводить бесплатные уроки для друзей. Можно завести блог, где вы будете делиться своими знаниями. В любом случае, для подготовки уроков и постов вам потребуется задействовать свои знания и опыт. В процессе вы поймете, как много знаете. Дайте себе право на ошибку. Люди, склонные к перфекционизму, часто подолгу укоряют себя за каждый промах. Но это не самая продуктивная модель поведения. Самобичевание не поможет. Поэтому лучше воспринимать свои промахи как опыт, видеть в них источник ценных и новых знаний, которые повысят шансы на успех в будущем. Отслеживайте свои мысли. Например, если вы начинаете думать о своей некомпетентности, просто отметьте это для себя, но не погружайтесь в размышления об этом. Посмотрите на свои мысли со стороны, как на что-то, что к вам не относится. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в своих способностях к квалификации, попробуйте задать себе вопросы. Правдивы ли мои мысли? Отвечая на него, постарайтесь опираться не на страхи и сложившиеся представления о себе, а на конкретные факты. Например, вспомните не только ситуации, в которых допускали ошибки, но и те, когда вы вели себя профессионально. Это поможет реалистичнее оценить ваши навыки. Какие эмоции у меня вызывают эти мысли и насколько эти мысли сейчас полезны или вредны? Они заставляют тревожиться, вгоняют в тоску или, наоборот, делают полными сил и заставляют двигаться вперед. Ответы на эти вопросы помогут разобраться, как негативные и не всегда справедливые представления о себе влияют на нашу жизнь. Предложенные стратегии, а также принятие основных причин возникновения синдрома самозванца позволяют снизить его пагубное влияние на вашу карьеру и личную жизнь. Тем не менее, цель состоит не в том, чтобы полностью искоренить сомнения о себе, а в том, чтобы свести их влияние к минимуму. Осознав и тщательно проанализировав сомнения в себе, вы повысите самооценку и в конце концов достигнете здорового баланса в восприятии собственных возможностей. Спасибо за просмотр.